Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Добрый день, мои друзья! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 31 июля. Мы наканули последнего месяца лета, августа. Август месяц для пчеловодов – это месяц важный. Последний месяц лета. Почему? Потому что пчеловод уже готовит семьи к зимовке. И пчелы готовятся самостоятельно к зимовке. Они чувствуют приближение осени. Последние дни лета они эти теплые дни используют для того, чтобы подготовить физиологических пчел к зимовке, чтобы они могли перенести суровые условия зимы и быть готовым весной выращивать расплод. Поэтому пчеловод должен обратить на это внимание, сделать все условия такие, чтобы пчелам легко было как можно больше подготовить молодых физиологически готовых к зимовке пчел. Для этого нужно, чтобы корма были у них вот в течение этого месяца, августа и сентября. А в сентябре мы начинаем уже подкорм недостающих кормов к зимовке. И вот этот период должен обеспечен быть гнездо кормами и пергой. Пыльцу они и принесут пчелы, потому что еще пыльценосы есть в природе. И только нужно обязательно следить за кормами. Меня сделали замечание пчеловоды в прошлом видео, в комментариях сказали, что я не показал гнездо этих семей, где я показывал, сколько меда они вот уже заготовили. Да, я не показал гнездо, но я исправлю эту ошибку и покажу. Вот на некоторых семьях гнезда семей, как они готовятся, как они выращивают расплод, сколько там меда. Если здесь я показывал, и сейчас мы посмотрим, сколько меда в магазинах, в верхнем корпусе. То есть все это верх весь медовый до гнезда. И должен быть еще и в гнезде мед, потому что мы же уберем на откачку эти все магазины и корпус, а в гнезде должен остаться мед. А если вы будете смотреть гнезда и там меда нет, значит надо или оставить один магазин им меда, или же подкармливать уже малыми дозами, начинать подкармливать, чтобы пчелы хорошо выращивали расплод. Вот давайте посмотрим эту семью. У меня для этого есть специальный такой сконструированный под мои улья апикран. Как видите, у меня в принципе стояк, и мед они складывают вверху гнезда, и пчелы всегда охотнее работают и складируют мед вверху гнезда. Поэтому у меня конструкция такая, и рамка узковысокая. Обычно на такую рамку узковысокую обычно лежаки делают. И если корпусами расширять сам улей, корпусами один такой корпус, наверх второй, то пчелы уже не очень охотно развиваются в таких корпусах. А я свою технологию построил так, чтобы удобно им было развиваться и складывать мед. Поэтому у меня вот такое расположение магазинов и корпусов. И получается, меня в конце концов, в конце июня, когда у меня в июле главный взяток у нас, у меня такие получаются медовики, семьи. Вот все семьи медовики. И сейчас посмотрим еще эти семьи, сколько меда. Значит, нужно верхний корпус, он тяжелый, нужно его составить, чтобы добраться до магазинов. А мы вот таким краном, видите,
Вот краном мы снимаем этот корпус. Аж трещит все под весом этого корпуса. Так, значит, сейчас мы посмотрим эти магазины. Володя, разместить? А? Развернуть? Показывай. Снимаем решетку. Да. Запрополисовали, они готовятся, видите, первый признак. Литок верхнего корпуса уже прополисуется пчелами, значит, готовится уже к зимовке. Я не случайно сказал, что пчелы уже начинают готовиться к зиме. Так, что у нас в третьем корпусе делается? Сейчас мы немножко раздвинем рамки, достанем какую-нибудь рамку. Третий корпус у нас, ну вот, достаточно неплохо. Чуть-чуть осталось запечатать. Даже если и не запечатают, то такую рамку уже откачивать можно. Он уже будет зрелым. Хорошо. Ну вот здесь немножко, видите, недопечатан. Значит, здесь у нас в третьем корпусе мед почти уже готов. Чуть-чуть осталось. Так, сейчас снимем. Покладем. Заберемся. Третий. Ну вот у нас второй корпус. Так, раздвигаем рамки. Достаем. Ну, неплохо. Второй корпус у нас. Запечатан. Так, запечатан. Хорошо. Сейчас я посмотрю крайнюю рамку. Так, немножко. Мы тут заслонили им литок. Ну, сейчас мы быстренько. Вот такие рамки, видите, как хорошо они печатают. Даже, ну, второй магазин, конечно, они хорошо печатают. Крайнюю рамку, если взять, конечно, они хорошо печатают, исключительно хорошо. Второй. Сейчас мы снимем второй, доберемся до третьего магазина, а потом до гнезда. Нам важно так, добрались до третьего магазина. Что мне удобно, что когда будем откачивать мед, мы приехали, сняли этот корпус, там нет матки, там нет расплода, снимаем все корпуса и на откачку. Откачали верхние корпуса и потом магазины снимаем, откачиваем. Раздвинем. Первый корпус, как правило, они хорошо. Правило, первый корпус запечатан хорошо. И мне всегда в комментариях спрашивают: Владимир Васильевич, а почему матка не переходит в магазины работать? Она и не будет переходить. Им достаточно места гнездового корпуса. А пчелы носят сюда мед на таких рамках небольших. Матке неинтересно работать, и пчелы не готовят ячейки для яйцекладки.
А ведь матка не пойдет ячейку класть яйца, если пчелы не подготовят. Они носят мед туда. Поэтому я не кладу решетку, как вы заметили, на гнездовой корпус, а кладу решетку на 3 магазина, чтобы матка не перешла в этот корпус. Вот вся причина в том, почему я кладу решетку сверху. Матка не кладет яйца там, не переходит, и этот корпус только с медом. Мы его еще посмотрим. Так, надо же добраться до гнезда. Ну вот тяжелые магазины. Ну вот, добрались до гнезда. Так, я сейчас немножко ближе поставлю. Так, уберем эти планки. Что у нас тут делается? Так, что у нас тут? Так, здесь у нас пергамент. Входит расплод. Здесь пчелы выходят. И есть открытый расплод, личинки. Вот личинки закрываются, отсюда выходит пчелки. Вот видно, даже выходит пчелка. Видите, пчелка выходит, разгрызает крышечку и выходит. И потом пчелы подготавливают ячейку, и матка уже кладет там яйца. А здесь вот личинки. Так, с этой стороны вот здесь яйца. Здесь хорошо видно яйца. Вот пчелки выходят, видно. Видите, и здесь вот выходит. И пчелы готовят уже ячейки, это хорошо. То есть семья готовится, вот этих пчел кладут яйца, матка, готовится уже в зиме этих. Этих пчел уже будут готовить к зиме. А пчеловод должен помочь. Тоже здесь вот расплод выходит, и открытый расплод. Внизу уже блестят личинки беленькие. И заметьте, что в каждой рамке сверху, смотрите, сколько меда. То есть, если я даже уберу все магазины, корпус медовый, то им мед пчелам останется. А в сентябре буду подкормку делать. И я делаю подкормку сытой медовой. Не сахаром, а медовой сытой. Посмотрите, здесь расплод, вверху мед. Все идеально, правильно. Вот на такой рамке, что хорошо, что вверху всегда есть мед. Мне легко, понимаете, мне легко работать. Вот, предпоследняя рамка, расплод открытый, вот, пчелки выходят, видно. Пчелы выходит. Так, здесь вот у нас тоже выходит пчелка. А здесь вот уже яйца и открытый расплод. Так, ну вот последнюю рамку еще посмотрим. Предпоследняя у нас с расплодом. Как можно должно быть больше расплода рамок. Вот здесь у нас уже расплода нет, по-моему. А вот и матка. Не сможешь подержать. А вот матка.
Смотрите, вот она идет, видите? Вот какая матка красивая. Ай-яй-яй, большая. Вот какая из моих свящевых маток, вот она спряталась. Из свящевых маток какие красивые матки. И расплод хороший. Вот матка, видите, она забралась аж на пчелок. Ну не будем мы, да, не будем ее мучить. Аккуратненько мы опустим. Вот посмотрите. Посмотрите, какая расплодная рамка. Как красиво расплод. Как красиво расплод расположен. И как матка работает. Это свящевая матка. Аккуратненько опустим. Вот даже увидели матку. Так, вот с этой стороны матка даже зашла на последнюю рамку. Чтобы, может, возможно, подумала, там место готовят пчелы. Ей для яйцекладки. Так, у меня что тут есть рамки, которые я ставил в вощину. Надо посмотреть, как они отстроили, если там расплод. Вот, отстроили. Это я вощину давал и расплод, и мед. Так, хорошо. Посмотрим с этой стороны, сколько у нас расплода. Смотрите, и тут расплод. Видите, расплод. Мед, расплод. Ну, еще посмотрим предпоследнюю рамку. Насколько тут будет рамка? 10. Вот, расплод есть. Ну вот, посмотрели, и за такие семьи мы уже волноваться не будем. Расплодных рамок очень достаточно много. Это, я не скажу, что низа до верха расплод. Ну, здесь есть же мед на каждой рамке, перга. Вот. Есть еще и трутневый расплод. Меня это удовлетворяет. Эта семья хорошая. Она подготовится к зиме, хорошо перезимует. Давай еще трошки. Вот, сейчас мы поставим на место магазины. Так, здесь у нас расплода не должно быть. Расплода не должно быть. Только мед. Снимаем корпуса на ткач. Должен только мед быть. Сколько тут меда? Ну, вот в центральной рамке, где был расплод, они должны были расплод ячейки медом залить. Вот, смотрите, видите, что делается. Видите, что скоро и запечатают. Так, это вот центральные рамки, которые были с расплодом. Они, расплод вышел, успел выйти расплод. И сейчас. Вот, видите, выйти расплод успел, и они занесли медом, еще и запечатали. Так. Здесь. Так, центральная рамка. С краю. Запечатано. Здесь у нас уже
печатается, и этот мед печатается. А как пчелы мешают съемкам. Ну ничего. Так, посмотрим крайнюю рамку еще. Вот. Видите, все рамки почти запечатаны. Ну, еще одну рамку возьмем. Пчелы атакуют нам наш... Ну, почти все рамки одинаковой наполняемости медом. Возможно, что крайняя рамка медом залита. Нет, такая же самая. Значит, поставим. Значит, что вы увидели? Увидели то, что... Значит, что мы увидели? Что мед, накапливался мед достаточно хорошо. Закрываем, состояние, значит, мед у нас есть в этом корпусе, расплода нет, как вы видели. То есть моя технология рассчитана на что? Чтобы июль месяц мне отдыхать, ничего не делать. Уже пчелы работают, я отдыхаю, занимаюсь своими делами. Пчелы работают, носят мед, как видите, успешно носят мед. А уже где-то примерно 5-го уберет пчелу. Видите, сколько пчел. И они же не роились у меня. Вот я рассказывал, смотрите, почему у меня пчелы не роятся. Ну просто некогда им роиться. Июль месяц как раз главный взяток, они работают. Им некогда роиться. А сейчас уже нужно готовиться к зиме. Понимаете? Так, ну вот, составили, разволновали мы их. Ну, так гнездо мы раскрыли гнездо, сняли магазины. Конечно, они будут волноваться. Ну вот, тем не менее, как бы там трудно не было. Да, я вам показал. На примере этой семьи все я вам показал тут. Вот как гнездо подготовлено, как они будут пчелы готовить свою семью к зимовке, как они набрали меда. Вот подготовились к зиме, посмотрите, сколько они меда собрали к зиме. Но это товарный мед, это пчеловод. Я этот мед у них как бы конфискую. Вот. И я им сахаром кормить не буду. Я зиму, если недостающие, но видно, что там недостающие будут корма, я им буду скармливать мед. Вот какая у меня технология. И многие, я из комментариев не согласны с тем, как я работаю. Но кое-кто может взять полезное для себя,
из моей технологии, как я работаю для себя. Не обязательно повторять то, что я делаю. Не обязательно брать рамку такую высокую. Можно и додановскую рамку брать для использования. И тогда у нас сам стояк, сам улей, медовик будет меньше, если рамка будет додановская. Ну, я объяснил, почему я взял узковысокую рамку. Зимовка хорошо проходит. Видите, мед у меня сверху рамки. То есть пчелы хорошо готовятся к зимовке за счет этого, что мед там есть. Многие пчеловоды на такой низкой рамке, они малыми дозами в течение августа месяца подкормку выполняют. Делают подкормку, чтобы накопить меда. Я этого не делаю, у меня мед есть. И потом в сентябре я уже подкармливаю недостающее количество меда медовой сытой. Скармливаю им мед. Так что вот так. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания. Желаю всем успехов. Подготовка, чтобы у вас прошла к зимовке успешно. Следите за своими семьями. До скорой встречи.